Это не вполне обычное видео, это видео про выступление Петра Алексеевича Порошенко, но еще и больше это мотивационное видео. Видео, которое должно заставить вас поверить в то, что мы не безразличны инвестору. Что инвестор постоянно, как бы сказать, голосует за нашу независимость и за будущее Украины. Сегодня Петр Алексеевич Порошенко участвовал в открытии какого-то, это вроде как предприятие или цех, я не знаю, 2000 рабочих мест в Тернопольской области. И как сообщалось, я даже видел на некоторых украинских телеканалах, там был этот Гонопольский, и он говорил, что вот, ты посмотри, Volkswagen делают теперь в Украине, там чуть ли не, ну да. Еще Bentley, вы знаете, делает Volkswagen. Наверное, Bentley уже делают тоже в Украине, вручную складывают, как сказала одна журналистка, очень так метко. Ребята не делают ни Bentley, ни Volkswagen, нет, скручивают проводки. Интеллектуальная работа. Проводки скручивают. А почему скручивают, я уже говорил 150 раз. К сожалению, не хочется плохое говорить, а вынужден. Так вот, скручивают, потому что за такие деньги никто их ни хрена скручивать нигде больше не будет. А вести производство в Африку, это, знаете ли, дороговато, да и опасно, скажем так. Вот, а здесь разместили, все, платят людям $200 долларов, по-моему, в месяц. Ну и все, скручивайте. Скручивайте, чем больше скрутишь, тем длиннее будет проводок. Чем длиннее проводок, тем быстрее достанешь этим проводом до Европы. В общем. Об'єднання потенціалів українського, німецького, японської інвестиції. Диво творить. Объединили потенциалы, как видите, немецкий объединили, украинский, японские инвестиции. А что же выступает потенциалом со стороны Украины? Руки. Человеческие руки, человеческие глаза, человеческие тела, которые находятся в этих цехах, в которых кондиционирование заставляет этих людей регулярно ложиться на больничные. Я прийняв рішення, що ми не робимо мобілізацію. Демобілізуємо і відпускаємо всіх мобілізованих. Ну правильно, где же еще рассказать про мобилизации, демобилизации, про российскую агрессию, про то, какой он молодец, и как он создал армию из ничего, потому что армии не было, а теперь армия. У нас самая сильная на континенте, как не на предприятии, где скручивают проводки и отправляют их в Германию. 2 роки тому частка Європейського Союзу в загальному балансі зовнішньої торгівлі України складала 30%. Вот этот месседж, он тоже уже повторяет пару недель о том, что 2 года назад часть Европейского Союза во внешнеэкономическом балансе, в экспорте Украины составляла там вот столько, а теперь вот столько. Сегодня 45. Це цифри. Це все зрозуміло. Это цифры, говорит. Это все понятно. А для тех, кому непонятно, к примеру, для меня, существуют источники. Вот от 1 декабря экспорт товаров в ЕС за первые 9 месяцев составил 9 миллиардов долларов. Но в 2014 году он был 13 миллиардов, а в 2015 резко упал до 9 миллиардов. И сейчас мы на самом деле подняли экспорт. Смотрите-ка, больше всего экспорт в ЕС у нас теперь, потому что Россия закрыла рынок. Но при этом 26,5, смотрите-ка, процентов, да? В 2013 году экспорт товаров в страны ЕС составлял 16 миллиардов. 16 миллиардов. Что же происходит? Что это за миллиарды? Подождите, давайте с миллиардами потом. О чем говорит Порошенко? Он говорит о проценте. О проценте от экспорта украинского. Россия закрыла рынок. Смотрите, давайте рассмотрим это очень просто. У меня сосед за 100 долларов покупает молочка. Сосед снизу у меня за 100 долларов тоже покупает молочка. Тут сосед сверху говорит, я не хочу у тебя больше покупать молочка. Таким образом, процент покупки молочка соседом снизу составляет 100%, а не 50%, как было раньше. Значит ли это, что для меня это классно? Нет, не значит. Потому что я молочка продаю в 2 раза меньше. Так понятнее по поводу молочка, кстати. Петр Алексеевич этого нам не скажет. Украина теряет экспорт молочки и очень серьезно теряет. Это материал за 12 декабря. Это один из худших результатов в мире. Худших результатов в мире. Украина теперь. Ой, боже ты мой. Как сообщалось, Украина экспортировала столько-то.
составил внешнеторговой баланс Украины составил 654 миллиона. Эта цифра в 4,7 раза ниже профицита за аналогичный период 2014 года. Петр Алексеевич не расскажет нам этого. И Петр Алексеевич об этом не говорит, потому что это... Да нафиг это надо. Средня заробітна платня 3700. 4,5. Ні. Середня заробітна платня має бути 6. $6000. Благодетель приехал. Барин приехал. $250. 6000 гривен. И люди аплодируют. Сначала смеются. Мы не верим своим ушам. $250. Пожалуйста, да. И аплодисменты. Приехал барин. І для того, щоб підтягнути, ми домовилися, що до кінця року, це як подарунок президенту, ми підвищимо ще на 15%. Подарок президента еще на 15% повысят. Все смеются, подсмеивают. Но это свита подсмеивается. Людей поставили, они стоят. 15%. Ура нашему президенту. Теперь мы получаем $260. Ну как, еще не получаем, но уже пообещал. $260. Да, мы европейское государство. Спасибо. Теперь попробуйте найти в Европе страну, где эти дерьмовые проводки будут скручивать за $250 в месяц. Не найдете. Ну а теперь, собственно, переходим к самому главному, потому что Петр Алексеевич на нашей памяти в 8-й или 7-й, ну, в общем-то, раз сказал о том, что инвестор своими долларом, евро, иеной. Я дуже дякую тому, що вони повірили в Україну. Вони не просто голосують за Україну, вони голосують євро, доларом и гривней. А дальше, собственно, мотивационный клипец моего изготовления. Верь в Украину, как поверил инвестор своими долларами, евро, иеной, фунтом. Своєю гривнею, вони гривнею, доларом, євро, єною, доларом, фунтом, євро, вони гривнею, своїми євро і доларами. гривнею, доларом, євро, фунтом, Гривнею, доларом, євро, фунтом. гривнею, доларом, євро, єною, своєю гривнею, вони гривнею, своєю гривнею, доларом, євро, єною, своєю гривнею, доларом, Своїми євро і доларами. Вони голосують євро, доларом і гривнею. фунтом, євро, гривнею, доларом, Гривнею, доларом, гривнею, доларом, євро, фунтом. євро, фунтом, гривнею, доларом, євро, єною, своєю гривнею, Євро, доларом, доларом, Своїми євро і доларами. фунтом, євро, гривнею, доларом, гривнею, доларом, гривнею, доларом, євро, євро, фунтом. фунтом, євро, доларом, 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 євро, фунтом. євро, фунтом, гривнею, 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 доларом, доларом, І доларами. доларом, доларом. доларом. Інвестор грошима. Інвестори за Україну голосують Голосують за наше майбутнє, за безпеку Європи. Голосують за майбутнє України. Голосує за майбутнє України. Голосують за нашу пам'ять. Євро, фунтом. Гривнею, Доларом, гривнею, гривнею. гривнею. Інвестор грошима. Інвестори за Україну голосують Вони не просто голосують. гривнею, Голосують за наше майбутнє, за безпеку Європи. голосують за нашу незалежність. Євро, фунтом, Вони голосують євро, Голосують за
наше майбутнє за безпеку Європи. Голосуйте за майбутнє України. Доларом. Голосує за майбутнє України. Інвестор грошима. Голосують за нашу незалежність. Голосують за нашу з вами Інвестори за Україну голосують